Представьте себе школьника, который со своими одноклассниками мечтает захватить власть в нищей стране и изменить без малого весь мир. Избавиться от короля и всех этих местных начальств, создать органы самоуправления, выдать каждой семье в стране по дому и автомобилю, дать всем работу. Звучит как начало подросткового романа, но это биография ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Он удерживал власть аж 42 года. Закончил не очень хорошо, мягко говоря. Сегодня мы подробно обсудим, как именно он ее захватил, в чем преуспел, чем прославился, ну и что с ним в итоге случилось. Только перед тем, как начнем, в описании способы, как обойти российские блокировки, чтобы YouTube быстрее работал и Telegram с WhatsApp звонили. Мы регулярно обновляем инструкцию, а спонсирует это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные криптокарты, с которыми можно платить за границей, как картами обычного иностранного банка. Ссылка на MaxSwap в описании. Каддафи родился в 1942 году, когда самого государства Ливия не существовало. Технически это была итальянская колония. Фактически же именно в том году проходила одна из важнейших битв Второй мировой. Войска союзников громили африканский корпус Эрвина Роммеля. Но эти потрясшие весь мир события почти никак не отразятся на жизни семьи Муаммара. Его отец принадлежал к бедуинскому племени Каддафия и зарабатывал, выпасая чужих коз и верблюдов. В иерархии ливийского общества это была одна из самых низких позиций из всех возможных. У будущего диктатора казалась дорога одна – в кочевые арабы. Ну или малопрестижная работа в городе. У самой Ливии тоже ноль перспектив. Там никаких политических традиций попросту не было, и союзники после войны ломали голову, кому власть вообще передать. В итоге сделали королем главу влиятельного суфийского ордена Санусия. Так Ливия совершенно внезапно для ее граждан стала независимой. Родители Муаммара понимают, времена изменились и решают накопить средства и отправить ребенка в школу. Это совсем не тривиальное решение в стране, где уровень грамотности 10%, тем более для казапасов. Учителя будут вспоминать о Каддафи как об одаренном и старательном ученике. Несмотря на низшее положение в жесткой иерархии ливийского общества, несмотря на бедность семьи, Муаммар неожиданно становится популярным среди сверстников. Начинают увлекать тех своими идеями уже в средней школе, а обсуждают они грядущую революцию. В 1956 году новый президент соседнего Египта, Гамаль Абдель-Насер, национализирует Суэцкий канал и успешно отражает англо-франко-израильскую попытку вернуть над ним контроль. Это триумф арабского мира. Впервые удалось дать серьезный отпор бывшим колонизаторам, пусть и с помощью СССР и США. Насер выдвигает идею арабского единства. Создание единого государства для всех арабов, чтобы говорить с миром на равных и заодно раз и навсегда разобраться с Израилем. И сразу становится кумиром юного Муаммара Каддафи. Тот обсуждает со школьными товарищами идеи социалистического переворота, не отвлеченно, а как цель, которую им предстоит осуществить. Именно школьные товарищи составят окружение будущего диктатора. Каддафи предлагает им после окончания школы устраиваться в армию. Во-первых, это соответствует целям будущего захвата власти. Во-вторых, армия – это один из немногих социальных лифтов в стране. Тогда Ливия была нищей. Почти вся территория – бесплодная пустыня. В 1951-м при получении независимости один из важнейших источников дохода для населения – сбор и экспорт металлолома из остатков сгоревшей военной техники. Бюджет же держался на арендных платежах за американские и британские военные базы. Средний годовой доход где-то $25 на человека. В 1959-м, когда Каддафи исполнилось 17, все вдруг изменилось. В Ливии обнаружили огромные залежи чрезвычайно качественной и легко извлекаемой нефти. В казну потекли деньги, и страна начала резко меняться. Прокладываются новые дороги, строятся школы, расширяются города. Но при этом процветает и коррупция, особенно среди связанных с королем кланов. Население, которому больше не нужно выживать, начинает обращать внимание на чужое обогащение и задавать вопросы. К чему это привело, расскажем после одного дружественного объявления. Недавно мы с Александром Штефановым провели стрим, где играли в новую игру «Политикум» с ее создателем Петром Лосевым. Игра веселая, там нужно собрать коалицию из оппозиционеров, что не так-то просто. Они постоянно ругаются, обвиняют друг друга в работе на Кремль, происходят скандалы,
В общем, можно очень даже неплохо провести вечер с единомышленниками, а заодно и политиков обсудить. Вот так вот мы играли со Штефановым. Мы сегодня будем собирать политическую коалицию и выяснять, сможем ли собрать оппозиционеров за одним столом. Ты работаешь на Кремль. Нет, ты подментованный. Ты вообще ГРУ завербован. Ну ладно, хорошо. Александр Штефанова сыграет. Опа. О, нет. Так, а что вы делаете в моем холодильнике? Не, ну надо читать теперь. Рот сидит. Да, читай. Ультралевый либерал-негр, трансгендер-мигрант, трудовик получил грант Демпартии США на изнасилование детей. Умри ты сегодня, а я завтра, Опа. Максим. Терапевчик. Удар по предателям. Произошла чудовищная ошибка. Давай жопу, нехорошо. Дорогие друзья, давайте считать очки. У меня было 4 работы на Кремль. 4. 33. Минус 2. Коалиция на Анне Ведуте, на лавбомбинге. О, либералы опять поругались. Сам я в нее тоже играл, мне все понравилось, я отлично провел время и всем советую. Полную нашу игру можно посмотреть по ссылке в описании будет. Выпускаться игра будет разово. Это значит, что вот сейчас сформируется партия, ее отпечатают, разошлют и все. Больше игру купить будет нельзя. Поэтому, если вам интересно, оформляйте заказ сейчас. Тем более, через пару месяцев Новый год, и политику может стать неплохим подарком. А если вдруг не с кем играть, вам могут скинуть контакты заказавших игру в вашем городе, если они захотят сыграть. Все подробности в описании. Продолжим. Доходы в Ливии резко выросли, а вместе с ними и уровень жизни граждан и коррупция. Каддафи же тогда как раз становился офицером. На военной службе он себя особо не проявил. Главным приоритетом для него было руководить конспиративной офицерской организацией, созданной на основе старого кружка одноклассников. Контрразведка королевских властей замечала их активность, однако не придавала ей большого значения. Каддафи – армейский капитан, сын бедуинского пастуха. Как казалось спецслужбам, ни по каким параметрам он не мог восприниматься соперником короля. Однако в 1969-м королевская семья уезжает провести лето в Турции и Греции. И офицеры решают, что их время настало. 1 сентября 1969-го армейские подразделения занимают аэропорт, полицейские участки и правительственные здания в столице Ливии Триполи. Каддафи обращается по радио к народу и объявляет: коррупционный королевский режим, вонь которого отравляла и ужасала нас всех, свергнут. Переворот прошел практически бескровно. Придя к власти, Каддафи требует от Британии и США немедленно вывести из Ливии войска. Следующий шаг – пересмотр контрактов с работающими в Ливии западными нефтедобывающими компаниями и частичная национализация нефтяной промышленности. Впрочем, в то время пересмотром контрактов занимались и другие ближневосточные страны. В целом, система регулирования нефтяной промышленности и сбора нефтяных доходов, доставшаяся от свергнутой власти, оказалась достаточно эффективной. Это станет единственной деталью государственного механизма, которую Каддафи не попытается изменить. Работает – не трогай. Но вот использовать доходы с нефтепромышленности Каддафи хотел, исходя из собственных представлений о прекрасном. В частности, на долгие годы, с 70-х и как минимум до второй половины 80-х, Ливия превратилась в свободную кассу для самых пестрых антисистемных движений из разных уголков мира. Ведь Каддафи был революционером, врагом западного империализма. Однако и к Советскому Союзу он тоже относился скептически, считая, что супердержавы не заинтересованы в свободе народов, и, очевидно, ориентирующимся на СССР силам он не доверял. А вот кого Ливия поддерживает, так это радикальные террористические группировки. Чтобы получить помощь Ливии, им даже стараться не приходится. Активистам достаточно обратить на себя внимание Каддафи или немного рассказать о своих планах по преобразованию мира. Каддафи в этом смысле был грантодателем мечты. Баскская террористическая организация ЭТА, японская Красная Армия, итальянские Красные бригады, террористическая группа Баадера Майнхоф ФРГ – все они пользовались поддержкой из Ливии. Каддафи был одним из наиболее радикальных противников Израиля среди всех лидеров арабских стран. Он оказывал поддержку даже тем палестинским группировкам, которые самого Ясера Арафата считали слишком мягким и предателем палестинского дела. Одним из фаворитов Каддафи стал Абу Нидаль, чья организация ответственна за проведение около 120 терактов в 70-е и 80-е годы. Они нападали на синагоги, захватывали самолеты, убивали дипломатов.
Одним из самых громких таких терактов стал одновременный расстрел очередей у стойка авиакомпании «Эль-Аль» в аэропорту Рима и Вены в декабре 1985 года. Были убиты 19 человек, ранено 140. Именно после этой атаки во многих аэропортах мира стойки Эль-Аля были перемещены в самые дальние закутки и охраняются вооруженной охраной. Считается, что Нидаль получил от Каддафи $1 миллион за реализацию этого замысла. Роман Каддафи с терроризмом 20 века особенно ярко проявился в его поддержке Ирландской республиканской армии ИРА. Особенно сильно он вложился после конфликта с британским правительством. Тем не понравилось, что ливийские спецслужбы тайно убивают людей на территории Великобритании. Каддафи решил наказать Лондон с помощью ИРА. Фактически, со второй половины 80-х ИРА существовала на ливийские деньги и вела борьбу ливийским оружием. Без Каддафи 20 век выглядел бы иначе, чуть спокойнее, что ли. Каддафи, видимо, первым в истории стал вести против Запада бессмысленную гибридную войну, просто поддерживая группировки, которые готовы были взрывать бомбы или сражаться в джунглях. В итоге Ливия добилась лишь более пристального внимания со стороны США, Великобритании и других стран, а никакого серьезного круга союзников так и не возникло. Каддафи был не только спонсором террористов, но и строителем социализма. В 1976 году он опубликовал свой теоретический труд, в котором суммировал свои взгляды на экономические, политические и социальные вопросы, так называемую «зеленую книгу». Проблема свободы в современном обществе порождена тем, что законом общества стали конституции, которые опираются исключительно на воззрение господствующих в мире диктаторских орудий правления, начиная от личности и кончая партией. Это подтверждается расхождениями в конституциях, хотя свобода человека едина. Каддафи попытался создать что-то свое. Его система получила название «Джамахирия», что можно перевести как «правление масс». Основой стали так называемые народные конгрессы, то есть собрания на уровне местных коммун, в которых мог участвовать каждый совершеннолетний житель. Каддафи также считал, что у каждой семьи должны быть свои дом и автомобиль. Поэтому в 1978-м он постановил осуществить общенациональный сквотинг, велел всем проживающим в съемном жилье считать его собственным и запретил любую аренду. Иметь семье больше одного дома тоже запретил. Были другие эксперименты над экономикой. В начале 80-х он запретил любую частную торговлю. В стране одновременно закрылись все магазины, включая мелкие лавки, привычные базары и кафе. Все, вокруг чего строилась городская жизнь. Взамен появились народные, то есть государственные магазины, где толком не продавалось ничего. Чиновники, отвечавшие за снабжение, забыли, например, про зубную пасту. Несколько лет ее вообще невозможно было купить в Ливии. Люди начали вспоминать секреты предков и натирать зубы древесным углем, ну или пользоваться услугами черного рынка. Такие эксперименты над населением, разумеется, не могли не вызвать глухого недовольства. Но в целом серьезной угрозы для Каддафи какие-либо недовольства на местах не представляли. Ведь, во-первых, деньги Народным комитетом выделяло правительство Каддафи, а во-вторых, еще были созданы комитеты революционные, которые как раз народ не выбирал. Комитеты эти выявляли крамолу и зачищали поляну. А в-третьих, главным работодателем для всех ливийских граждан стал непропорционально раздутый бюджетный сектор. 70% трудоспособного населения были бюджетниками, занимались бессмысленным трудом на бессмысленных должностях, созданных только ради того, чтобы людей занять. Нефтяных денег на это хватало. Ну и вишенка на торте, поскольку система народных конгрессов, мол, выражает всю полноту народовластия, Каддафи запретил все остальное. Партии, объединения, профсоюзы, какие-либо клубы, любые точки социального объединения. Вместе с ними распустили, кстати, и спортивные команды. Спорт подобен молитве, еде, отоплению, свежему воздуху. Люди не ходят в ресторан, чтобы смотреть, как едят другие. Нелепо также представить себе людей, поручивших другим вместо себя греться у огня или освежаться у вентилятора. В итоге у людей никакого спорта и зубной пасты, зато есть жилье, автомобили и деньги за предложенную правительством работу. Задержание недовольных или внезапное исчезновение тех, кто как-то досаждал режиму, многими не замечалось. И вообще, Европа на другом берегу Средиземного моря. Недоволен – уплывай. В 1981 году президентом Соединенных Штатов стал Рональд Рейган, сторонник мира через силу и жесткой политики.
Поддержка терроризма США не нравилась, поэтому Штаты в несколько этапов свернули нефтяную торговлю с Ливией. Американские корпорации ушли из страны, экспорт ливийской нефти в США был запрещен, а туда, если что, направлялось 40% ливийского нефтяного экспорта. После новых терактов США санкции ужесточились. Флот США проводил опасные маневры у берегов Ливии. Именно тогда на дискотеке в Западном Берлине происходит взрыв, где гибнет американский сержант, а ранеными оказываются десятки американцев. Спецслужбы США представляют свидетельства якобы перехваченных переговоров ливийского посольства в Восточном Берлине, из которых следует: взрыв организовали ливийские агенты. Американцы тут же готовят налет сотни бомбардировщиков на Триполи и Бенгази. На первый взгляд этот удар не кажется успешным. В мире к нему отнеслись сдержанно. Но Каддафи убедился, ливийская армия не может отразить даже ограниченный удар США. При том, что его армия была вооружена до зубов. А союзников так и не нарисовалось. Говорят, сразу после апрельских бомбардировок Каддафи удалился в пустыню и оставался там несколько месяцев, когда опасность давно уже миновала. Каддафи вообще часто отправлялся в Сахару в трудные моменты своей жизни. Вернувшись, он решает свернуть поддержку террористических группировок. В 1988-м был новый теракт, на этот раз в воздухе взорвался самолет. Горящие обломки рухнули на городок Локерби, вызвав сильные пожары. Жертвами стали 259 пассажиров и членов экипажа, а также 11 горожан на земле. Британские исследователи пришли к выводу, что за терактом стоят ливийские агенты. Существовали и альтернативные версии, которые указывали, что за терактом стоял Иран, но их отвергли. В 1991-м Великобритания требует выдать 2 сотрудников спецслужб Ливии, на которых указывают улики. Каддафи отказывается это сделать. Он отрицает свою причастность, предлагая в качестве альтернативных объяснений постоянно меняющиеся версии. Например, что самолет взорвался от столкновения с сошедшим с орбиты спутником, или что потерпел катастрофу, встретившись с внезапным градом. После этого на Ливию были наложены полноценные санкции Совбеза ООН. С Ливией было прервано авиасообщение, под запретом оказалась поставка нефтяного оборудования и оружия в страну. Поддерживать дипломатические отношения на уровне послов с Ливией также запрещалось. Сокрушающего удара по Ливии, правда, это не нанесло. Ливийская нефть прекрасно продавалась и продолжала продаваться на экспорт. Италия и Германия не собирались от нее отказываться. Да и жизнь обычных ливийцев осталась примерно такой же, как была. К тому же Каддафи постепенно снял запреты на частное предпринимательство, так что нормальные магазины снова заработали. Вдобавок ко всему, тогда еще и мировые цены на нефть обрушились. Так что к 90-му Каддафи решил с Западом мириться и публично об этом заявил. Каддафи начал конфиденциальные переговоры с британскими властями, передал Лондону всю информацию об объемах и характере помощи, оказанной ИРА. В 99-м Ливия согласилась выдать спецслужбистов, обвиняемых в организации взрыва самолета над Локерби, специально организованному судебному трибуналу. Он проходил в Голландии, на нейтральной территории. Однако судили ливийцев шотландские судьи и по шотландскому праву. Ливия с оговорками, но признала ответственность за теракт, выплатила огромные компенсации жертвам. И в 2003 году санкции Совбеза ООН были сняты, после чего началась новая эпоха полной открытости Каддафи к Западу. Он заключает миллиардные контракты с транснациональными нефтяными корпорациями, совершает визиты в Европу, принимает у себя иностранных гостей. Ливия разбирается со взаимными претензиями США. С Италией Каддафи подписывает соглашение, закрывающее вопрос компенсации за ущерб, нанесенный ливийскому народу в прошлом. Бывшая метрополия соглашается выплатить 5 миллиардов евро в течение 25 лет, одновременно, впрочем, получив эксклюзивные нефтяные и газовые контракты. Ливия также передает США все накопленные ею ядерные материалы, а Каддафи превращается из изгоя в уважаемого партнера, с которым можно заключить перспективные контракты и принимать в официальных резиденциях. Ливийские доходы от нефти теперь вкладываются в разные активы в Европе. Мы знаем, например, что Каддафи щедро снабжал избирательный фонд французского президента Николя Саркози, за что последний теперь сидит в парижской тюрьме. А еще поддерживал тесные связи с итальянским премьером Сильвио Берлускони. Казалось бы, Каддафи защищен со всех сторон, заключает жирные контракты с западными корпорациями, приятно проводит время в компании Берлускони. Но в начале 2011 года по арабскому миру прокатилась серия революций, получившая название «Арабская весна». В результате волнений лишились власти многолетние диктаторы. В Тунисе Зин бен Али, в Египте Хосни Мубарак. Распространение таких волнений на Ливию было вопросом времени, да и поводов накопилось достаточно.
Ливия за прошедшие годы отрастила молодежный навес. Юных ливийцев уже невозможно было полностью занять в бюджетном секторе, а другой работы не было. При попытках устроиться в иностранные нефтяные корпорации, работающие в Ливии, выяснялось, квалификация ливийских вузов подходит только для ливийских контор. А еще, вместе с открытием страны для Запада, Каддафи задумал реформировать запущенную за годы санкции экономику. Начали рассуждать о необходимости сократить раздутый бюджетный сектор. Теперь и остальные жители стали беспокоиться, все ли будет в порядке с их работой. В феврале 11-го в городах начались массовые выступления. Каддафи уничтожил привычные социальные структуры, так что протест развивался либо вокруг архаичных идентичностей, не затронутых преобразованиями, таких как племя или клан, либо вокруг исламистов, которые организовывались в подполье и готовы были выдержать жесткие преследования. Каддафи ответил на волнение силой, бросил армию на подавление выступлений. Мир отреагировал негативно. Политические лидеры советовали Каддафи уйти, получив гарантии безопасности. Уговорить его оставить Ливию брался Берлускони и лидеры африканских стран. Однако Каддафи эти предложения отверг. Последовали несколько месяцев кровавых боев. Повстанцев поддерживает НАТО. Им в итоге удастся разбить правительственные войска, войти в столицу Триполи, а Каддафи отступит в родной для него город Сирт. 20 октября при отступлении из этого города авиация НАТО бомбардирует конвой Каддафи. Тот добирается до одной из загородных вилл, скрывается на стройке в дренажной трубе. Оттуда-то Каддафи и выволокут обнаружившие его повстанцы. Несколько часов раненый диктатор Ливии будет подвергаться жестоким издевательствам и унижениям. Труп Каддафи выставляют на всеобщее обозрение в холодильнике для хранения овощей в городе Мисурата. Затем его хоронят в неизвестном месте. Россия, кстати, сыграла в произошедшем свою роль. Это апогей прозападной ориентации Дмитрия Медведева. Поддержка НАТО была бы невозможна, если бы Россия проголосовала против резолюции в Совбезе ООН. В ней речь шла об установлении бесполетной зоны для защиты восставших территорий от авиации Каддафи и о любых действиях, направленных на защиту мирных жителей. Россия воздержалась, так что резолюция была принята. Премьер-министр России Владимир Путин был недоволен таким решением и критиковал Медведева. Он назвал резолюцию неполноценной и ущербной, сказал, что она призывает к крестовым походам. Медведев тогда записал ему ответ. При этом мы максимально тщательно отслеживали ситуацию и безоговорочно осудили действия руководства Ливии и руководителя ливийской революции в отношении собственного народа. Руководствуясь именно этими соображениями, Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности 1970 и пропустила резолюцию 1973. Есть довольно популярная теория, что свержение и гибель Каддафи заставили Путина задуматься о собственной безопасности и совершить рокировку. Так это или нет, мы не знаем. Но пример Каддафи показывает, что бывает, когда ставишь эксперименты над целой страной. До завтра.